Приветствую вас, дорогие друзья, усаживайтесь поудобнее, приятного вам прослушивания. Когда в мире животных случаются трагедии, чаще всего в этом виноваты люди. Но если человеку все же удается исправить ошибку предшественников, то, по мнению окружающих, это выглядит как настоящее чудо. Так вышло и с героями нашей истории, которая произошла близ одной из бурных рек Восточной Сибири. Весенним утром житель, расположенной неподалеку деревни, отправился на рыбалку. С собой он прихватил снасть без поплавка. Молодой человек решил ловить нахлыстом в надежде добыть форель или омуля. В качестве места для рыбалки он выбрал открытый, лишенный деревьев берег реки, предварительно прикормив место. Мужчина резким взмахом отправил приманку в воду. Поклевка не заставила себя долго ждать. Вскоре в садке у рыбака плескалась парочка форелей и увесистый хариус. Войдя в азарт, он вываживал одну рыбину за другой. Радуясь клеву, парень не заметил, как к нему сзади подошел маленький медвежонок. Потому как мохнатый зверек смотрел на улов, было ясно, что косолапый голоден. Видя, что человек не проявляет к нему никакого внимания, медвежонок глухо заворчал. Удивленный парень обернулся и увидел лесного гостя, подбирающего касатку с рыбой. Рыбак, проявив сострадание, угостил малыша хариусом. Зверек взял скользкую рыбину и с радостью принялся ее уплетать. Съев половину, косолапый гость отправился с оставшейся частью в ближайшие заросли леса. Парень, сочтя долг выполненным, продолжил рыбалку. Вскоре клев возле берега прекратился, рыба отошла к середине реки. Мужчина, облаченный в непромокаемые штаны и болотные сапоги, решил зайти в воду, чтобы забросить снасть подальше. Это принесло свои плоды, и рыбак в течение получаса поймал еще 3 рыбины. Каково же было его удивление, когда рядом с собой парень увидел стоявшего в воде медвежонка, того самого, которого он недавно угощал рыбой. Лесной зверь смотрел рыбаку в глаза, изредка переводя взгляд на рыбу. «Превращайся в садке», парень вышел на берег и дал косолапому рыбину. Тот, взяв хариуса, снова отправился в лес. Человек, удивленный таким поведением зверька, решил проследить за медвежонком, держась от него на расстоянии. Бурый малец сбежал по лесной тропинке, с трудом удерживая в зубах скользкую добычу. Пройдя метров 50, он растворился в зарослях ивника. Подгоняемый любопытством, рыбак аккуратно раздвинул ветки и оказался на поляне, скрытой от посторонних глаз густым кустарником. Там, в сумраке леса, он увидел лежащую на боку медведицу. Она с трудом дышала и, по всей видимости, была ранена. Парень определил это по багровым каплям на прошлогодней пожухлой траве, ведущим к телу бурой хищницы. Ранение было серьезным, и медведица не могла самостоятельно передвигаться и охотиться. Теперь рыбаку стало понятно, кому косолапый малыш все это время носил рыбу. Решение он принял мгновенно. Вернувшись к берегу, парень вытряс форель из садка и сложил в мешочек. Потом он отнес улов раненой медведице и ее детенышу. Не подходя близко к бурой хищнице, рыбак оставил свой дар в паре метров от нее. Рыбачить в тот день он больше не стал и, собрав снасти, отправился домой. Об увиденном в лесной чаще человек сообщил в районное управление охотничьего хозяйства. Помощь подоспела вовремя, и зверей удалось спасти. Скорее всего, медведица встретила на своем пути браконьеров, которые хозяйничали в этих лесах. Своими действиями рыбак исправил ситуацию. Парень сохранил сразу 2 жизни, укрепив в сознании медведицы веру в то, что не все люди жестокие убийцы, которым чужды забота и сострадание. Если вам понравилась эта удивительная история, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь им со своими друзьями. Ну и, конечно, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные истории. Всем пока и до новых встреч!